Такой вкусной капусты вы еще точно не пробовали, и без духовки. Всем привет, с вами Олеся на канале Готовим дома. И для рецепта нам понадобится немного капусты, половинка маленького кочана или даже чуть меньше, грамм 200. А пока я тут шинкую капусту, расскажите, откуда вы меня смотрите. Мне всегда приятно знать, что на мою кухню заглядывают из разных уголков мира. Кстати, капуста это же универсальный овощ, и в борщ, и на гарнир, и даже в оладьи. А у вас есть любимый быстрый рецепт из капусты? Поделитесь в комментариях. Переложили капусту в миску, заливаем холодной водой и добавим чуть-чуть лимонного сока прямо в воду. Оставляем капусту на пару минут, пусть отдохнет. Половинка или даже четвертинка луковицы. Сейчас будем мелко-мелко нарезать лук. Чем меньше, тем вкуснее он потом раскроется в блюде. Терпим, друзья! А вы как любите? Кубиками, соломкой или так, чтобы никто потом не догадался, что тут вообще был лук? Вот так вот, измельчим его чуть помельче. Теперь возьмите ваши любимые сосиски или колбаски. У меня сегодня классические, куриные, но подойдут любые. Нарезаем их вот так, кружочками. Достаточно крупно, как маленькие монетки. Так они будут вкуснее ощущаться в каждом кусочке пиццы. Перекладываем наши колбаски в миску и заливаем их водой. Пусть постоят пару минут. Так мы уберем лишние консерванты и вкус станет мягче и натуральнее. Разбиваем в миску 3 яйца, немного соли и хорошенько все перемешиваем вилкой, чтобы получилась однородная яичная масса. Сильно взбивать не нужно, просто перемешайте до однородности. Ставим сковородку на огонь и наливаем немного любого растительного масла. Теперь заливаем капусту яйцами. И хорошенько перемешиваем, чтобы каждый листик капусты был полностью покрыт яичной смесью. Друзья, обязательно делитесь этим видео с друзьями, вдруг они как раз ищут простой и вкусный рецепт из капусты. Теперь отправляем капусту с яйцами на сковородку. Вот так. Аккуратно выкладываем. Сковородка уже достаточно хорошо разогрета, но не слишком горячая, чтобы ничего не горело. Аккуратненько разравниваем, пусть будет все ровненько, как настоящая пицца. Накрываем крышкой, огонь средний, ждем минут 10, пока снизу не появится красивая румяная корочка. Так, прошло 10 минут, самое время перевернуть нашу капустную пиццу. Берем тарелку, аккуратно накрываем сковородку и переворачиваем. И обратно в сковородку, чтобы подрумянилось с другой стороны. Посмотрите, какая красивая золотистая корочка. Очень аппетитно выглядит, уже просто текут слюнки. Немного подровняем. И выкладываю сверху немного томатного соуса. Просто кладу ложкой и аккуратно размазываю по всей пицце. Друзья, а вы что предпочитаете? Классический кетчуп или может у вас есть свой фирменный соус? Делитесь идеями в комментариях. Все уже практически готово, сверху посыпаем мелко нарезанным луком. Я уже слила воду с колбасок, их можно слегка промокнуть бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Аккуратно раскладываем их по пицце. Равномерно, чтобы в каждом кусочке попадалось. Ну и как без сыра сверху, щедро посыпаем сыром, будет очень вкусно. Так, готово. Накрываем крышкой и ждем, пока сыр расплавится как надо. Если честно, уже хочется скорее попробовать. Аромат стоит просто потрясающий. Напишите в комментариях, кто будет готовить эту капустную пиццу. Ну что, друзья, наша пицца готова. Посмотрите, какая вкусная и красивая она получилась. Из простых и доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме.
А результат как из ресторана. Мягкая капуста, ароматные колбаски и тающий во рту сыр. Ну как тут не устоять? Друзья, не забудьте поддержать лайком, подписывайтесь на канал, и совсем скоро вас ждет новый вкусный рецепт. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся. Приятного аппетита!